שלום חברים, מה שלומכם? אני מקווה שהשלום שלכם טוב מאוד. היום אני צריך להכין וידאו בעברית. זה וידאו ראשון שלי. למה מדבר עברית? כי אני אוהב את השפה העברית. יש לי אבא, אמא ואחים, שני אחים. אני גר עימם. אני גר במקסיקו סיטי, אני גר במקסיקו. אז אין לי הזדמנות לדבר עברית. אבל אני גר קרוב לסינגוגה. שם בואי תבוא יודעים. נשים לא רוצות לדבר עברית עם מי. אבל אני רוצה לדבר עברית עם מי. אין לי שפה יפה מאוד. אני חושב שאחרי חודשיים אני אדבר עברית כמו ישראלי. אני כותב את הספר של משרד אמריקאי. זה הכל. אני לא יכול לדבר עברית מאוד, אבל תספרו לי מה אתם חושבים, או שלום, להתראות. После разговора по-еврейски я хочу продолжать по-русски, потому что это мой первый видео. В последнем видео я говорил о том, что как я говорю русский язык, о праздниках в Мексике. Но я хочу говорить о мосте китайского языка. Это конкурс, в котором я принял участие 3 месяца назад. Там я, кроме китайского и английского языков, я говорил русский язык. Это был мой любимый язык. Там были 15 участников, говорящих по-русски. И они приехали из России, из Беларуси, из Украины, из Казахстана, из всего СНГ, кроме 6 стран. Там я думал, что я улучшил мой русский язык, потому что все время я говорил по-русски с ними. Я думаю, что я дружился хорошо с ними. Мне очень понравился этот опыт. И тоже я хочу говорить о них. Например, есть русская подруга, которую зовут Соня. Это была моя первая подруга, с которой я говорил по-русски.
Я однажды я ходил к ней, чтобы говорить, но я не хотел говорить по, по-русски, потому что это был как сюрприз для всех. Но был очень интересный, потому что я постарался поддержать себя, но я не хотел, я не смог. И потом наконец я говорил по русский язык. И она сказала, что у многих иностранцев есть акцент, а у меня нет этого акцента. И я говорил несколько поговорок, и она сказала, что я говорил так прекрасно, так прекрасно. А потом я думаю, что самые дружные друзья, с которыми я говорил по-русски, были из Центральной Азии. Например, Айгарим из Казахстана, привет, из Зайшан с Киргизстана. Я думаю, что она была самая красивая девушка на компетиции, русскоговорящей, конечно. Но кроме наших опытов мы говорили тоже, как мы живем в наших странах. Например, я говорил тоже о Мексике, потому что я гордо живу здесь. И, несмотря что есть проблемы здесь, в стране. О том я поговорю в следующем видео. Тоже я хочу разговаривать мой опыт, о моем опыте. Однажды я показывал показывая мою музыку казахской девушке, я предложил ей танцевать немного сальсу. Конечно, она ответила. И мы начали танцевать. Потом ее подруги с Киргизстана и из Иордании, они посмотрели на них, потому что мы танцевали. А киргизская девушка предложила, что она хотела танцевать со мной. И, конечно, но она танцевала так красиво и так хорошо. Я спросил после танца, откуда ты знаешь танцевать сальсу? Это не популярный ритм в Центральной Азии. Она сказала, что она учила сама. Вау, очень интересный. И мне очень понравился этот опыт. Я надеюсь, что я смог заплатить денег, чтобы использовать стипендию в Китае, потому что мы получили у института Конфуция стипендия, чтобы изучать китайский в Китае, конечно. Я хочу поехать в Тяньцзин, потому что Айжан находится здесь. Вы знаете, что мне понравилась эта девушка. Я хочу встретить ее и тоже дружиться, и почему нет иметь отношения с ней. Я хочу, но сначала надо
защищать мою дипломную работу, которую я уже еще не пишу, я не закончу. Я хочу закончить за месяц, но я думаю, что это нельзя. Через месяц я закончу курс русского языка. В этот момент, теперь я нахожусь на шестом курсе русского языка. Мы изучаем об императиве, об инфинитиве, о многоделах. Моя преподавательница, учащая нас, сказали, что мы будем готовы, чтобы для жизни в России. Я думаю, что я говорю лучше, чем в последнем видео, потому что я не думаю по-испански, я думаю по-русски. Но еще я не говорю так свободно, как я хочу. Не хватает много слов еще, но я начинаю понимать, как использовать совершенное и несовершенное времени. И мне очень понравилось. Я думаю, что я продолжу, но сам, конечно, потому что я получил книги у преподавательницы питания на специальности. Я получила книга о искоренении русских глаголов, тоже hable руссо, о давайте говорить по-русски, или русский язык для всех. Три книги я получил. И мне очень понравился этот подарок. Если у вас есть комментарии, пожалуйста, скажите их. И я думаю, что этими я учу мой русский язык еще. Потому что есть разница между тем, кто я говорю, и между тем, что я думаю. Ну, это все. Если у вас есть комментарии, скажите их. И до свидания.